Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Hardplay, Леха, и вы меня спросите: братан, а почему ты с микрофоном стоишь на улице, люди, какая-то площадь, что вообще происходит? Наверное, митинг? Нет, мне политика не интересна, ребят, сегодня сделаем долгожданный обзор клуба. Спросите, почему так долго, почему не снимал и вообще, где что происходит, ребят? Да все просто, у нас открылось совсем недавно кафе, максимально сделали его круто, сейчас все это увидите. Друзья мои, я нахожусь на... По-моему, если не ошибаюсь, правильно называется привокзальная площадь города Зеленограда, станция Крюково, как вы можете заметить. То есть все пригородные электрички приходят именно на эту станцию, то есть с Москвы станция Крюково. Кто-то спрашивал: братан, типа, как на Москве называется, откуда стартует, с какого вокзала? Ребята, Ленинградский вокзал, Комсомольская. Доехать на «Ласточке», если я не ошибаюсь, что-то полчаса или 25 минут, там по-разному они на самом деле едут. И что, собственно, я вам хотел сказать. Давайте немного прогуляемся, то есть сделаем небольшую такую вот проходочку и посмотрим вообще, как пройти в клуб прям собственными ногами, руками, я не знаю, там чем угодно. Пойдемте, ребят. Станция Крюково, выходите, как вы видите, здесь у нас привокзальная площадь, тут всякие ярмарки, бесконечно ориентируйтесь просто на мост. То есть смотрите на мост, идем в эту сторону, там сразу же увидите, уже отсюда виднеется торговый центр «Атлас». Дорогие друзья, вот, собственно, мы уже находимся через дорогу, сейчас дожидаемся светофора, и вот сам торговый центр «Атлас». То есть мы прошли буквально 30 секунд, несколько метров от привокзальной площади. Пойдемте? Да, пока светофор загорелся. Торговый центр, ребята, открыт до 9 вечера, но, к счастью, наше заведение работает круглосуточно. Не только сам клуб, но и сам еще и кафе. То есть само кафе работает также 24/7. Все, кто, ребят, приезжает на транспорте, место очень крутое, так как здесь есть большое количество машин и мест. По-моему, на привокзальной площади на 600, что ли, мест парковка. Ну и непосредственно вокруг торгового центра вы всегда найдете возможность, где можно оставить машину в любое, в принципе, время дня и ночи. Если что, на той стороне через дорогу также есть еще одна огромная парковка, так что в этом плане здесь очень удобно. Когда мы зашли уже на крыльцо, видите вывеску 24/7, все круто, все четко. Напомню, всем тоже были вопросы: Леха, а типа ночью торговый центр закрывается, откуда вход? Ребят, вход у нас сделали с двух сторон, то есть вы можете зайти с этой стороны и непосредственно со двора вход. Пойдемте, собственно, тоже посмотрим. Вот он, ребят, этот вход уже непосредственно со двора, то есть со стороны KFC. Пойдемте на второй этаж. У нас клуб располагается на втором этаже торгового центра. Поднимемся по лестнице, на которой, кстати, частенько сидят, местечко это облюбовали ребята, кто там с гитарками, с разными инструментами. Я, на самом деле, только поддерживаю, только за, даже к себе в инсту, кстати, выкладывал. Начнем, ребят, с кафехи, то есть сразу вот прям по ходу движения идем, заходим, смотрим, то есть что из себя представляет кафе. Решили его, ребят, сделать в максимально светлых тонах. Долго что-то мозги шатали, и так модно, так не модно. Клуб более темный, здесь как-то посветлее и поинтереснее смотрится. Погнали, посмотрим, что в кафехе непосредственно. Здорово всем! Здорово, пацаны. Все. Короче, всем хай. Здорово, братва. Ребят, здесь на самом деле все очень просто. Не знаю, как будет смотреться здесь на картинке, но, как и обещал, сделал мерчи, то есть отдельную зону для мерчей. Здесь, скорее всего, будет стоять зеркальце, то есть, посмотрим, как это будет выглядеть. Но померить изи можно. Кто стесняется, тот может в туалет зайти померить, если уж прям совсем стеснение у вас. Вот. Все самые новые, ребят, линейки мерча. Все удобно, все комфортно. На фоне стены можно фотографироваться. Да, кстати, я сегодня фоткался. Идеально просто. Я как прям Коленька Соболев, прям вот один в один. Друзья мои, стал замечать одну очень прикольную тенденцию. Люди стали приходить в самом клубе, в кафе, так как 24/7 открыто, в любое время стал замечать то, что люди приходят и занимаются работой. Это очень круто, потому что, допустим, я считаю, очень удобно. То есть ты приходишь на железнодорожную станцию, негде посидеть там, да, особо. То есть зашел, поделал свои дела, поработал на ноутбуке, там, может быть, какие-то переговоры, еще что-то. Бесплатно, естественно, Wi-Fi, но это как дефолтная тема во всех кафешках. И давайте, наверное, непосредственно пригласим бариста, то есть спросим, что вообще есть. Пойдем, я тебе сразу покажу, я тебе сам сейчас расскажу, что есть. Привет. Короче,
всякие сэндвичи, все остальное. Ребят долго на самом деле искали, то есть долго думал, что делать, как быть, может быть, самим что-то готовить. Болт на это положили, потому что миллиард этих всяких сессов, не сессов, и решили просто найти, реально заморочиться, где вкусно можно и прикольно покушать, то есть и недорого, самое главное. То есть по факту выходит кофе, допустим, с той же самой там каким-то роллом в районе 200 рублей, то есть перекусить, поесть, по-моему, в любом фастфуде в разы это все дороже и не настолько качественно и круто сделано. Как тебя зовут? Алиса. Алиса. Видишь, как красиво у нас. Расскажи немножко про себя, где ты работала вообще, чем занималась и что вообще есть в кафе, то есть ребятам, я думаю, будет интересно. Вообще, я работала во многих кафе, ресторанах, баристой на протяжении нескольких лет. Точно 5,5 лет. На самом деле, узнав, когда то, что здесь открывается кафе, я была безумно рада. Не знаю почему, но это было прям вот счастье. Ну, на самом деле, на железнодорожной станции, вот, на этой стороне, я вообще не знаю, где можно, допустим, нормально попить кофе, где прям есть не то, что там пицца или еще что-то, а именно вот просто кафешка со своей спокойной обстановкой, да, по-моему, очень круто, тем более, где работает 24/7, потому что весь фастфуд, все пиццы закрываются часов в 10, здесь уже все пустота и перекусить, в принципе, вообще особо негде. Расскажи, что есть, то есть какие чаи, кофе и так далее. Чай есть всех вкусов, всех, скажем так, предпочтений. Фруктовый, есть зеленый, есть молочный улун. Ну ты им все не рассказывай, они придут, сами посмотрят, а то сейчас начнется. Короче, все есть, давай, приходите. Да, кофе есть на любой вкус и цвет. Что еще? Также можно перекусить вкусно, можно, если кто-то любит газированные напитки, взять просто лимонад. Фреши, смузи, короче, всякое разное, ребят, канитель, она вся есть, и в принципе можете прийти и в жаркий какой-то день попробовать, потому что я, допустим, когда сильно жарко, я пью, допустим, фреши, что собственно, и вам рекомендую. Какой кофе? Я думаю, что мы здесь, да, посмотрим. В принципе, наверное, как везде, любой абсолютно, да, кофе, все, что есть, везде в наличии. Я, допустим, пью раф. Да, дорогое, но, как на мой взгляд, самый крутой кофе, тем более, как здесь его готовят. Лишних слов говорить не буду, просто придете, попробуете. Посмотришь, кому надо, там на стоп остановите. Погнали уже в сам клуб непосредственно и посмотрим, что вообще там у нас происходит, что творится. Вход в клуб. То же самое, ребята, 24/7. Многие писали, братан, возрастные ограничения, есть комендантский час, еще что-то. Ребят, напомню, то, что очень многих, допустим, родителей просто приводят родители детей своих. Я напомню, что здесь круглосуточная охрана в самом торговом комплексе, в нашем заведении. Везде ведется видеонаблюдение 24/7, камеры очень хорошие, так что вы сможете смело оставить, допустим, своего ребенка в более позднее время и забрать его. То есть родители смело приезжают, забирают детей, то есть кого-то оставляют даже на ночь. Поэтому за это не переживайте, 0+ вход в данное заведение. Погнали вовнутрь и уже посмотрим непосредственно на месте. Заходим, ребят, в сам клуб. На входе сразу хочу обратить внимание на то, что весь клуб поделен на зоны. Зоны совершенно разные, отличаются друг от друга, то есть каждый здесь, в принципе, найдет на вкус свой цвет все, что он хочет. Погнали, прямо вот отсюда, Лех, вставай и покажем, раз уж это самая первая зона. Зона, ребят, это кальянная, лаунж-зона. Сразу хотел бы сказать то, что вообще во всем клубе, в кафе, здесь, вообще везде алкоголь не продается. Почему, ребят? Немного другое заведение по тематике. Хотел бы зарабатывать, давайте скажу вам по-простому, как вам, в принципе, и на стримах говорю, и сейчас скажу. Хотел бы зарабатывать, я бы это сделал. Лицензия на алкоголь стоит где-то в районе 200 тысяч рублей в этом городе, и не составило бы особого труда это сделать. Но я решил уйти от алкоголя. Пусть лучше люди сидят, отдыхают. Табак, да, ладно, еще пусть будет, опять же, в этой зоне. Зона 18+. Здесь строго. Сразу говорю, ребят, то, что не прокатит, допустим, прийти, как только кальяны начинают работать, это с 16:00, здесь уже 18+. То есть, допустим, сейчас мы можем увидеть то, что проходит, по-моему, турнир по доте или еще почему-то. То есть вы сможете смело прийти, там, кто помоложе, но как только уже люди заказывают кальяны, вас попросят выйти. То есть, это правильно, это по закону. Пойдем, зайдем непосредственно сюда.
Не знаю, будет видно или нет. Здесь везде стоят диванчики. Освещение, ну, на вкус и цвет, конечно, товарищи нет. Я люблю приглушенное освещение. И мы можем на огромном экране, ребят, не знаю тоже, как вам будет, это видно или нет, посмотреть любой абсолютно турнир, фильм, все что угодно. То есть приходит компания, зачастую говорят: ребят, можно ли нам, допустим, сделать какой-то... мы хотим посмотреть там любой фильм. Не вопрос, подходите к администрации 24/7. Алло. Можно ли нам это сделать? Да, конечно, можно. Можете заранее попросить заказать, то есть, чтобы не было никакой очереди, заказать уже непосредственно у админа по телефону. Здравствуйте, мы приходим там через час, нас будет там 10 человек. Хотели бы позалипать в какой-нибудь кинчик там любой. Он все подготовит и будут вас рады видеть. Сами, ребят, кальяны у нас разные, то есть делятся на разные классы, типы. Я вообще предлагаю, на самом деле, дабы пафоса никакого не нагонять, зайти вообще вовнутрь, в саму кальяшку, давайте, и уже посмотрим непосредственно, что там происходит. По пути, мои друзья, туда, уже непосредственно, да, то есть в кальянную, это сам ресепшн, админы, все остальное. Здорово, кстати. Админы, все вопросы, ребят, сюда, по бронированию, еще почему-то, по самим местам, потому что зачастую бывает что-то занято. Объясню, кстати, почему. Очень такой ажиотаж. Сам зал, давай, Лех, прям сразу зал, наверное, покажем по ходу движения. Вот сам, ребят, зал компьютерный. Не стали в свое время делать огромное количество компьютеров не по причине там нехватки денег или еще чего-то. Для максимального, ребят, комфорта, чтобы здесь могли проводиться любые турниры, мероприятия. Широкие проходы, это было обязательным моим условием. Пойдем сюда, вот пройдем, Лех, покажи, пожалуйста. Напомню то, что, ребят, есть у нас печальная практика, да, в нашей стране, за рубежом, то, что заведения постоянно там какие-то проблемы происходят с пожаркой. Пожарники Зеленограда нам сами все делали, везде огнетушители по всему заведению, все нормы ребят выполнили, и можете тоже себя чувствовать в этом плане в безопасности. Пройдем непосредственно сюда. Вот, ребят, непосредственно уже сам зал, то есть, как вы видите, тоже ребята играют, проходы тоже довольно комфортно, вы можете пройтись, то есть ни об кого там, извините, пятой точкой не тереться. 20 компов стоит в основном зале, система кондиционирования, система вытяжки. В любой день здесь всегда комфортно, всегда уютно. Как и говорил, зона комфорта. Погнали в кальянную. И вы будете смеяться. По пути в кальянную я бы хотел заглянуть в туалет. Вы меня спросите, почему? А я вам объясню. Все, кто ребят постарше, всегда знают то, что заведение вообще на самом деле смотрится по туалету. Любое вообще, потому что это лицо. Должно быть всегда все чистенько, аккуратненько, что, собственно, у нас есть. Пожалуйста, то есть все удобства, все на месте. Всегда должна быть чистота в любом заведении в туалете. Это, как бы, не знаю, не было смешно, может, я уже совсем постарел, но это факт. То есть, когда ты заходишь в записанный кружок, как-то не очень приятно заходить. Зайдем в святая в святых. Это подсобное вообще помещение, то есть там, где хранятся все табаки. У нас сегодня... Попросил я заранее прийти, на самом деле, вот этого человека. И пусть он, наверное, сам представится, сам расскажет вкратце про себя. То есть, кто он, что он и вообще какого хрена он здесь забыл. Приятного хрена я тут забыл. Меня зовут Данил Львов. Я занимаюсь кальянами более 9 лет. Это крупные кальянные сети, это мероприятия массовые. Также проводил мастер-классы в разных городах. А здесь я с Алексеем. Алексей позвал меня помочь, и я только за. Поднимаем культуру кальянной Зеленограда. Так что у нас очень много гостей. Они курят там не только банальные миксы, там типа дыня, арбуз, мята. Но, например, сейчас даже заказали это тростниковая мята, красный чай и черника. Ну, типа даже до такого. Мы хотим, чтобы люди развивались, и вместе с нами мы делали хороший уровень и хороший сервис. Расскажи вкратце, то есть какие кальяны, собственно, какие табаки и, может быть, чего-то нет? Смотрите, по табакам у нас есть крепкие табаки, такие как Танжирс. Вкусов тоже много, еще есть на складе много, такие как Dark Side. И, соответственно, ВТОшечки на сигарном листе тоже, в принципе, приятный привкус табачного листа, сигарного листа. Очень круто заходит, например, с такими пряными вкусами, как арахис, вафлик, не знаю, карамель. Круто это тоже на вкус и цвет, наверное. Да. Все по-разному курят. Есть люди, которые курят там базилик с тархуном, не знаю, с беконом, с аджикой, а так много всего. Кальяны по аппаратам у нас все последнее. У нас есть
Малышки Мэтпира, например, они очень крутые, они сделаны из медицинской стали, они вечные, и это уровень здесь все на магнитах, здесь резьба. Соответственно, есть такие же кальяны, как Мамай Кастом, это кальян года 2018 года. Вот, чашки, все, как видите, все на высшем уровне. Так что... Короче, приходите, ребят, этого человека, я вкратце скажу, прям при нем, я думаю, он будет не против. Да, не и просто так. Если вы что-то не знаете, мы вам все расскажем, все покажем, чего-то новое всегда. Мы всегда усовершенствуемся, и, в принципе, все будет круто. Скрывать, да, нечего, ребят, оно всегда все в общем доступе, и я очень рад, что позвал я именно этого человека, потому что, так скажем, в московских, да, кругах здесь его знают, его уважают, и такие же кальянщики здесь работают, так как этот человек набирает только проверенных кальянщиков, только людей, тех, за которых он может поручиться, и которые могут реально сделать что-то годное. Забыли, наверное, знаешь, про что сказать, я не знаю, будет это интересно или нет, но вроде мелочь, а приятно. Ребят совсем недавно ездили, которые у нас заняли... Да, ребята ездили выступать на кальянную битву Зеленограда, заняли 2-е место у нас. Команда называлась, соответственно, Hardplay Lounge и Hardplay Zone. Очень крутой сделали микс. Это была гора фруктов, то есть пирамида из фруктов. Там тоже в чашу они что-то намудрили, но я попробовал, даже я сказал, да, это круто. И жюри оценили. Короче, приходите, сами пробуйте, ребят, и будем вам всегда рады. Да, погнали в сам клубешник, уже покажем непосредственно на месте. Спасибо, брат. Пойдем сразу на вход. Я хотел бы показать в плане напитков, в плане меню, тоже это очень важно. Ребят, напомню, что так как кафе и само заведение работает 24/7, и кому удобно, можете здесь купить у администратора. Если вы хотите какие-то сэндвичи, закуски, на ночь люди садятся, реально хавать негде, пожалуйста, зашли в кафешку, попросили администратора, вам откроют вообще без проблем. Напомню, ребят, все напитки решили выставить наши хорошие друзья Red Bull. Почему именно этот энергетик, ребят? Ну, я вам так скажу, не злоупотребляйте никогда. Сердечко, ребят, не сажайте. Редко, по чуть-чуть, понемножку. Будьте внимательны и аккуратны. Но почему именно этот энергетик? Да все очень просто, ребят. Но это качество. По-другому как здесь может быть. Погнали, покажем сразу випки. Мы показали основной зал. Вип-комнаты. На них хочу, ребят, остановиться, потому что вип-комнаты были сделаны очень продуманно. Здесь зачастую люди сидят, тренируются, то есть везде, во всем клубе есть камеры, здесь нету никакой ни прослушки, ни камеры. Вы будете, может быть, там скажете, какая нахрен прослушка, но команды, которые приезжают здесь тренироваться, реально они могут проговорить, продумать какие-то тактики. Там нет ни камер, ни какой звукозаписи, то есть вы можете смело здесь пообщаться. Еще весь клуб, вообще в круг все стены, вообще все сделано. Кто присутствовал на ремонте, можете посмотреть там фотографии, видео. Везде просто огромный слой шумоизоляции, звукоизоляции, не знаю, как там правильно называется. То есть там все разговоры будет строго останутся с вами, можно так сказать. Для чего еще была шумка сделана, ребята, я вам еще тоже вкратце хочу рассказать. Здесь, как я и говорил, из этих комнат можно стримить. То есть ребята у нас стримят, они специально оборудованы, подготовлены. То есть чтобы стримеры друг другу не мешали, это тоже очень важно. Как можно стримить, то есть что для этого нужно делать? Подходите к администрации, можно купить отдельный пакет, мы сейчас придумали, то есть отдельно для стримеров. Кто себя хочет попробовать в стримерском деле, не надо покупать для этого сейчас какой-то, знаете, там компьютер, пойдет у вас, не пойдет. Лех, я хочу быть как ты. Ну, братан, не вопрос, бери, приходи, попробуй себя в стримерском деле. И для этого не нужно будет тратить там сотни тысяч рублей на покупку компа, микрофона, камеры, стоек, разных освещений и всего остального. Просто пришли, затарили себе не в камеру. Я думаю, что мы со временем сейчас в этом месяце уже купим непосредственно оборудование, которое вы сможете также брать там или в аренду, или просто даже у кого пакет будет, пожалуйста, мы вам это предоставим. Давайте зайдем, посмотрим, да, то есть как она вип-зал он из себя что представляет. Данный вип-зал, ребят, вкратце расскажу, дабы людям не мешать. Данный вип-зал брендирован под Republic of Gamers. Я напомню, я являюсь официальным представителем Asus в России, их амбассадором, и грехом было не замутить такую крутейшую вывеску. Топ-1 мира, ребят, надо знать. И непосредственно ребята, стримеры, которые уже совсем скоро попадут в Hard Legion. Это отдельная вообще будет, можно сказать, каста на Твиче, на Ютубе, люди, которые помогают друг другу. Естественно, я людям готов помочь, рассказать, что-то показать.
То есть вот эти все тонкости, ребята, чтобы самим там в интернете не искать мамкиных этих советчиков, проще спросить у человека, который все это знает. Илюх, рад тебя приветствовать. Я вообще прям вкратце у тебя спрошу, вообще с чего пришла идея, прям вообще очень минимально, коротко. И что вообще скажешь по данному клубу, по стримерскому месту? Работал на работе серьезно долго и посмотрел твой канал и понял, что как бы, а почему я не могу попробовать? Чем я хуже? Язык подвешен, надо попробовать. Уволился и приехал сюда, поговорил с администрацией, пообщался с тобой. Что могу сказать по данному месту? Шикарная аппаратура, шикарное железо, очень удобное кресло, отличная атмосфера, не жарко, не холодно, кондерчик, все настроено, просто сидишь, не потеешь. Если катка потная, сидишь как младенчик. Все розовенькое, ничего не потеет, все хорошо. Отличный персонал. Пожалуйста, купил себе девайсы, поставил, все отлично, все подсоединилось, все работает. Поэтому... То есть здесь, в вип-зале, можно, кстати, я забыл сказать, то, что в обоих буткемпах, в их залах можно подключать свое оборудование, то есть вам будет это удобно, если кто-то хочет играть на своем, обратитесь к администратору, вот так вот вам все это сделают, подключат все, что угодно, в принципе. Спасибо тебе огромное, Да, Лёш, удачи, успехов, да, Спасибо. Мы пока пойдем дальше. Друзья, еще хотел что сказать, таких залов 2, залы у нас по 5 мест, соответственно, как обычные буткемпы, и в каждой зоне, то есть будь то общий зал, вип-зал, второй вип-зал, сейчас перейдем к плойкам, да, ко всему остальному, везде система кондиционирования грамотно и правильно настроенная. Вас не продует, вам будет комфортно, сделал как для себя. Погнали сюда. Здесь, ребят, на самом деле очень крутое место, то есть, вот знаете, если хочется тишины, спокойствия, ты хочешь просто прийти, позалипать в какую-то новинку, потому что все, что касается плоек, здесь стараемся устанавливать все новинки игр, то есть что-то выходит, дабы не покупать вам на каких-то, да, там, за нереальные суммы эти игры на плойках, можете прийти пофаниться. Там МК, хоккей, всякие прохождения, бродилки, стрелялки, все что угодно. И вы знаете, я вот очень хочу именно вот на этом остановиться. Вот кто в теме, тот поймет. Ребята, вы просто садитесь вот в эти вот сидушечки, да, и вы просто кайфуете и отдыхаете. Здесь тишина, здесь спокойствие. Взяли себе кофеечку, чаечку, и вы здесь можете сидеть и заниматься вообще чем по кайфу. Реально вот это место, блин, это просто пушка. То же самое, ребят. Здесь кондейчики, здесь очень комфортно. Погнали дальше. Блин, Моники, вообще прям просто я себе домой такой телевизор хочу. Погнали, ребят, перейдем к этому залу. Сразу скажу, то, что данный зал, идея была взята, знаете, объехал многие клубы и не нашел вот то, что мне нужно. Я не хочу сидеть в общем зале, допустим, смотреть, как люди курят кальяны. Но не нравится мне запах табака. Я захожу именно сюда. Пойдемте, зайдем вообще прям в любую абсолютно випку. Они все, ребят, в принципе, одинаково, то есть сделаны. Можете посмотреть, что здесь вообще вот есть. Когда вы сюда заходите, во-первых, вы закрыли за собой дверку. Также отсутствует полностью здесь камеры, всякие еще что-то. Тишина, спокойствие. Кто-то, кто хочет поорать, там поиграть в МК, дверку закрыли. Все, вы здесь никому не помешаете, замечания вам никто делать не будет, но, конечно, в пределах допустимого. Давай присядем. Ребят, вот попомните мои слова. Когда вы садитесь на этот диванчик, вы просто покажи плазму, там, по-моему, 70, что ли, 70-ка, если я не ошибаюсь. Звук просто как в кинотеатре. То есть ты сидишь за счет того, что помещение с шумкой, помещение также с кондеем, со всем, что здесь только можно, то есть вы можете регулировать все, что по кайфу делать. Вы просто садитесь, и здесь люди просто ночуют. Вот не даст соврать, здесь, мне кажется, не один посетитель постоянный, здесь реально люди отдыхают, приходят целыми компаниями. По ценовой политике мы сейчас подойдем к стойке, я скажу отдельно. Запомните, сколько будет стоить это место. И здесь сделана, по-моему, система ОКО, если я не ошибаюсь, установлена. Вы можете здесь просматривать любые фильмы, любые новинки
зал данный, VIP-зал с плойками, он рассчитан на 4 места. То есть, как вы видите, вот я сижу, даже самый крупный человек, я не знаю, как 3 там меня сядут, и им будет очень комфортно. Поэтому, ребят, приходите. Очень крутое место для игр, для просмотра, для чего угодно. Напомню, что берется, вы платите цену не за место каждое. То есть, мне это не интересно, я наоборот хочу, чтобы вы компаниями сюда приходили. Вы платите именно за ваше удобство, за комфорт. Один человек, то есть с одного человека вы платите. Это место, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас стоит 300 рублей. То есть вчетвером, втроем пришли, вопросов нет. И самое главное, забыл сказать, именно по поводу данных VIP-залов, их 3, то есть, подряд одинаковых. Здесь вы можете смело курить кальян. Здесь настолько продумана система вытяжки, можно все это показать, то есть, кому интересно, посмотрите, ребят. Вытяжка, пожарка, все остальное без проблем. Вы не будете мешать общему залу, вы сможете смело поиграть в плоечки, ребят, побомбиться и покурить калик. То есть здесь можно даже под кинчик, взяли кальянчик и сидите, отдыхаете. Очень скоро, кстати, будут пакеты, я думаю, может быть, даже с послезавтра уже будут пакеты випка плюс кальян, то есть со скидками. Это очень круто. У меня в городе нет, допустим, такого. Погнали, посмотрим, что по ценам. Самое главное, потому что многие там начинают. Это, наверное, дорого. Ко-ко-ко. Да, ребята, я подойду покекать. Дайте я подойду. Спасибо. Ребята, что касается цен. Мы, как во всех клубах, все цены разбили почасовая и уже непосредственно пакеты. Давай покажем просто непосредственно сами цены, пакеты, то есть кому интересно, давай вот так вот сделаем. Ребят, как вы видите, мы сделали 90 рублей час, от 90 до рублей, и вот непосредственно время уже разбито в таком формате. Здесь также вы можете увидеть то, что здесь цены будут сейчас переделаны, здесь будет у нас випка в кальянами, которая с кальянами, стоит уже по 300 рублей. Значит, в чем кайф пакетов? Как и обещал, ребят, для самых юных наших зрителей, сам прогуливал школу и чем только не занимался в свое время, в школьные годы, так скажем. Мы сделали следующее. С 8 до 12 260 рублей за 4 часа. То есть час вам будет стоить... Сколько будет час стоить? 60, там где-то в районе 60, рублей. Соответственно, на ночь, то есть почему очень многие взрослые люди приходят на ночь играть, с семьями даже приходят, потому что, ребят, ночной уже пакет, даже в обычный зал, как вы можете посмотреть, стоит, вопросов, я думаю, нет. Это с 22 до 7 утра. То есть, заплатив за 9 часов, вы получите, не знаю, сколько там, по 50 рублей, наверное, будет стоить час. Так что приходите, отдыхайте. Все сделано для людей, в принципе, как и обещал, сделал. Что касаемо, ребята, у нас можете, кстати, тоже прошу обратить внимание, по поводу времени в VIP-зале, то есть в буткемпах, и по поводу непосредственно уже этого времени. Как вы видите, ребят, разница просто самая минимальная, в 10 рублей. То есть все, кто хотят постримить, для этого не нужно платить огромнейшие деньги, там, какие-то колоссальные, или в более удобных там креслах посидеть и так далее. В чем, кстати, разница обычного зала и этого зала? Ребят, я напомню, я в предыдущем ролике говорил все комплектующие, все остальное. В принципе, самое основное — это более удобные, там, так скажем, кресла, сделаны. И там, в том зале, уже 240 Гц мониторы. Кстати, можете прийти и посмотреть разницу: 144 Гц и 240. Честно, как по мне, разницы вообще нет никакой. Мое сугубо мнение. И погнали, посмотрим цены на кальяны. За хороший калик, под зеленый чаечек, под какой-нибудь ролл, под кинчик. Красота. Еще и когда кондейчик работает. Прям говорить лишнего не буду, просто приедете, будете проездом, или кто живет в городе Зеленоград, или в приближающих каких-то рядом городах, заходите, кайфанете. Еще бы хотел остановиться непосредственно на девайсах, на всем остальном. Комплектующие компьютеры я говорил вам, ребят, в прошлом видео. Обязательно оставлю на него ссылочку, или там в конце сделайте переходик. Пойдемте посмотрим, я вам еще не показывал стулья и все остальное, там игровые столы. Друзья мои, зайдем в обычный зал. По поводу девайсов все можете видеть, без лишних комментариев.
как проводные, так и беспроводные девайсы. И непосредственно, ребятки, как я считаю, все-таки шедевр от этих ребят. Просто максимально качественно, удобно. Сам, ребят, пользуюсь данным стулом, а говном, извините меня, я пользоваться никогда не буду. И что касаемо непосредственно у нас VIP-залов, там установлены титаны. То есть, если здесь установлены Royal кресла, там установлены титаны. Потому что есть люди, извините меня, тучные, огромные. Те кресла выдерживают, по-моему, если я не ошибаюсь, до 200 килограмм. Так что каждый может себе найти то, что удобнее для вас непосредственно. Я очень рад, ребят, то, что мне удалось открыть место, реально то, в котором я когда-то мечтал побывать. Там, где комфортно, там, где удобно и там, где безопасно. И вы знаете, несмотря на то, что здесь конкуренты, да, в этом городе пытаются нас как-то, так скажем, а почему у вас так дешево, а давайте сделаем общие цены. Не будет, ребят, у нас общих цен. Никогда не будет. Так же, как и подходы в работе. Я это заведение открыл для того, чтобы люди отдыхали. Но в благодарность своим зрителям, своим подписчикам и просто мне незнакомым людям, почему нельзя сделать реально круто, качественно и для максимального комфорта и удобства для людей. Поэтому здесь, к сожалению, наши пути с вами расходятся. У меня подход немного другой. Если ты сделал, то должно быть качественно. Начиная от булочки в кафе, кончая всем остальным. По поводу франшизы. Ребят, многие спрашивают, то есть продается ли это заведение, собираешься ли ты открывать в братской нам Украине, Беларуси, Казахстане, на Кавказе, вообще где угодно, в других странах, в Германии спрашивают, в Прибалтике. Ребят, я открыт для общения, то есть есть общий ценник на франшизу, есть определенные условия этой франшизы, как и в принципе и везде. И поверьте, если даже где-то будут открываться клубы, то в принципе я только я за общение. И пишите на рекламного менеджера, давайте я ссылочку оставлю внизу в описании. Непосредственно этот менеджер работает плотно со мной, это близкий мне человек, так что сломанного радио, поверьте, не будет. Поэтому можно смело пообщаться по поводу открытия заведения, в принципе, в любой точке мира. Ну и что я вам еще хочу сказать в самом конце видеоролика. Спасибо вам за то, что вы, ребят, со мной. Передаю огромнейший привет Украине. Почему именно Украине? Да потому что везде, во всех комментариях, YouTube, Twitch, комменты, вообще где только это возможно, в Инстаграме, еще где-то, вы всегда меня спрашиваете, братан, а будет ли в Украине какое-то мероприятие, да, там, или твое какое-то заведение, кафешка или еще что-то. Ребят, я открыт для общения. Все, кто хотят открыть свое заведение, будь то хард-кафе, либо нашу хард-плей-зону в вашем городе, пишите, звоните, буду только рад. Ну и, как всегда, по традиции, что я вам хочу сказать. А что думать? Смотрите только хорошие каналы. Здоровья вам и чистого неба над головой. Удачи, берегите себя. Как всегда, лайк, подписка. Леша просто красавчик. Я просто не представляю, пригласить радио Тапка, просто провести такой концерт, это просто невероятно. Блин, на самом деле я второй раз уже на мероприятии, организованном Лешей Хардплеем. Я просто не знаю, воодушевлена тем, как он умеет разговаривать с своей аудиторией, как он находит такой подход, как он организовывает просто. Вот он реально молодец, мы гордимся им. Серьезно, весь Twitch гордится им. Просто Леша просто красавчик. Красавчик Леша. Хардплей, красавчик. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сейчас находимся в хардплей-зоне, да? Да, я. Я Сил, а это Синт. Мы тёзки. Здесь очень много классных компьютеров, как вы заметили, и классный коллектив. Кстати, сейчас был крутой концерт, он впервые организовал из стримеров. Да, концерт был суперский. Радио Тапок просто жжет, как обычно, собственно. Да, была бомба. Это просто такая пожилая ностальгия, если честно. Было круто. Пожилая ностальгия. Ну да. Чё, чувак, он же, Тапок олд. И я олд. В принципе, согласен. Опять кринж. Ну ладно, если серьезно. Сейчас мы будем снимать видео, смотреть Лигу Чемпионов, финал. И тут очень много народу, и это круто. Могу сказать по этому месту, что здесь очень клево. Я сюда обязательно еще приеду, но когда будет народу, правда, поменьше. Потому что все занято, охренеть, какой ажиотаж большой. Мне понравилось. Встретил, кстати, здесь очень много знакомых стримеров.
своих друзей. Некоторые играют, то есть в игры, в Fortnite, в CS, кто-то сидит, курит кальянчик и смотрит футбол. Мне все очень нравится, все реально прекрасно. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.